Здравствуйте, это краткий пересказ фильма 2019 года «Я иду искать». Мать честная, кто вас так? Родственнички. Девушка по имени Грейс сидит в комнате в доме своего жениха Алекса. Девушка репетирует свадебную речь. Не дождусь, когда вольюсь в эту слегка долбанутую семейку. Алекс является членом очень богатой семьи. В комнату входит брат Алекса Дэниел, который говорит, что жениха и невесту уже все ждут. Когда Дэниел уходит, Алекс предлагает Грейс сбежать, если она этого захочет. Девушка отвечает парню, что пойдет до конца. После бракосочетания молодожены возвращаются в свою комнату, где Алекс спрашивает у Грейс, правда ли они поженились. Пара начинает целоваться, и девушка замечает в комнате женщину, тетю Алекса по имени Лина, которая вошла через потайной ход. Женщина произносит, что все семейство ждет их. Напуганная Грейс спрашивает у Алекса, что это было и почему их все ждут. На что Алекс отвечает, что каждый новый член их семьи должен сыграть в игру, которая начнется в полночь. Это своего рода посвящение в семейство. После вопроса о том, во что играть, Алекс говорит, что выпасть могут хоть шашки, хоть нарды. Это решит жребий. Если после этого меня примут, то я всех порву в сраные шашки. Я в них лучшая. Отлично. К Алексу подходит его отец Тони. Глядя на пустой стул, он произносит: Уверен, мистер Либейл присоединился к нам. После вопроса Тони, сделает ли он то, что должен, Алекс молча уходит. Грейс спускается в комнату, где все уже собрались. Входит дворецкий, который произносит, что время без 5 минут полночь. Все семейство перемещается в другую комнату, предназначенную только для членов семьи. Все рассаживаются за столом. Бекки, мать Алекса, спрашивает у Грейс, любит ли она играть, на что девушка отвечает, смотря во что. Тони рассказывает историю о том, как их семья стала игровой династией и разбогатела на играх. У их семьи есть тайный покровитель. В далекие времена прапрадед Тони по имени Виктор, будучи моряком торгового флота, повстречал некоего мистера Либейла, по сути спекулянта. Либейл тогда вез странную шкатулку. Напившись, Либейл поспорил с Виктором, что если он разгадает секрет шкатулки, то мистер Либейл профинансирует любое начинание моряка. Тони рассказывает, что с тех самых пор, когда в их семье появляется новичок, они берут чистую игральную карту и кладут ее в шкатулку. Новичок, в данном случае Грейс, должна вытащить карту, на которой мистер Либейл должен указать игру, в которую она должна сыграть. Девушка достает карту, на которой указаны прятки. Тони объясняет правила Грейс. Она должна спрятаться в доме, а они досчитают до 100 и пойдут ее искать. Она выиграет, если дотянет до рассвета. Девушка смеется, принимая все это за шутку. Она ходит по дому в поисках места, где спрятаться. В этот момент Тони раздает остальным членам семейства оружие. Что-то не тянет на прятки, или мы чего-то не знаем о них. Грейс прячется в кухонном лифте. Бекки предлагает Алексу остаться в комнате и не играть. Они оставляют жену Дэниела Черити, чтобы она следила за комнатой, в которой остался Алекс. Черити входит в комнату, которую парень уже покинул через потайной ход. Грейс, сидя в лифте, считает, что уже можно выходить и покидает свое укрытие. Прячась от служанки, она попадает в руки Алекса. Парень прячет ее за кроватью и говорит не шевелиться. В комнату входит служанка, которая ищет Джорджи, сына сестры Алекса Эмили. Служанка направляется к выходу из комнаты, и в этот момент раздается выстрел. Грейс выглядывает из-за кровати и видит, как Эмили выстрелила в лицо служанки. Девушка напугана. Она понимает, что прятки – это смертельная игра. В комнату сбегаются члены семьи. Дэниел ругает свою сестру Эмили, говоря, что как можно было перепутать служанку и невесту в свадебном платье. Тони произносит, что не обязательно было стрелять в голову, так как нужно лишь ранить невесту, для ритуала она нужна живой. Бекки приказывает унести тело служанки, все покидают комнату, и Алекс говорит Грейс, чтобы она бежала. Он рассказывает девушке, что его семья должна убить ее до рассвета, так как она вытянула самую поганую карту из шкатулки. Парень выводит ее через потайной ход из комнаты и объясняет, что если его семья не убьет девушку до рассвета, то с ней может случиться что-то плохое. С семьей, а не с девушкой. Грейс спрашивает, знал ли он, что так будет, на что парень отвечает, что еще никто не вытягивал такую карту. А если бы он начал отговаривать от игры своих родственников, то они бы убили их обоих.
На вопрос девушки, почему он не предупредил ее до свадьбы, парень говорит, что узная она правду, то ушла бы от него, а он не хочет ее терять, так как любит. Именно поэтому он сейчас помогает ей. Алекс объясняет девушке, что она должна дойти до кухни, а он проникнет в комнату охраны и попробует разблокировать замки в доме, чтобы девушка смогла сбежать. Парень уходит, а Грейс, дойдя до конца коридора, забывает, в какую из дверей ей нужно войти, чтобы попасть на кухню. Она открывает дверь и попадает в коридор, по которому Дэниел, Тони и Элина несут тело служанки. В этот момент с противоположной стороны появляется Эмили, которая начинает стрелять в Грейс, чуть не застрелив всю свою семейку. Грейс удается ускользнуть. Она забегает в бильярдную, но выбраться ей не удается, так как замки на дверях все еще закрыты. Услышав шаги, она прячется. В комнату входит Дэниел, который говорит девушке, что должен всех позвать, но дает ей фору для того, чтобы она смогла убежать. Дэниел кричит, что он нашел ее, и в комнату сбегаются члены семейки. Парень говорит, что она смогла сбежать от него. Эмили, сестра Дэниела, говорит Тони, что потеряла пистолет, после чего Фич дает ей свой арбалет. В комнату вбегает служанка, и Эмили случайно убивает и ее. Бекки посылает Тони и Дэниела включить камеры наблюдения в доме. Грейс, пробегая мимо комнаты, в которой она вытаскивала карту из шкатулки, заходит внутрь и берет там ружье с патронами, висящее на стене. Девушка наконец-то добирается до кухни, но замки все еще закрыты. Она решает выстрелить в замок из ружья, но забывает зарядить ружье. В этот момент она слышит свист и прячется. На кухню входит дворецкий. Грейс, прячась от него, пытается зарядить ружье. В это время Алексу удается разблокировать замки. Девушка, поднявшись, направляет ружье на дворецкого, приказывая ему отойти от двери. На что тот отвечает отказом. Грейс нажимает на спусковой крючок, но ружье не стреляет, так как это всего лишь муляж. Девушка хватает чайник с кипятком и бьет им дворецкого, после чего сбегает обратно в дом. Тони и Дэниел находят Алекса в комнате охраны и вырубают его, но парень напоследок успел разблокировать замки и сломать пульт управления системой охраны. Девушке удается выбраться из дома, она бежит вдоль забора и, увидев фонарик, прячется в сарае с козами. Спрятавшись, Грейс видит, как в сарай входит сын Эмили, Джорджи. Мальчик поднимает руку, в которой пистолет, и стреляет в девушку, попав ей в ладонь. Грейс вырубает Джорджи и, подняв фонарик, пугается козы и падает в яму, в которой находятся не только останки животных. Пытаясь выбраться, девушка раненой рукой натыкается на гвоздь, еще больше причиняя себе боль. Черити видит девушку, которая бежит по поляне, и сообщает своим, куда-то она направляется. Добежав до ворот, Грейс не может через них перелезть, но она находит выломанный пруд в заборе. Увидев, как по дороге едет машина, девушка пролазит через отверстие и выбегает на дорогу. С дороги свали, шлюха! Да чтоб ты сдох, сволочь! Чтоб тебя коты помойные задрали! Заметив, что ее уже ищут на машине, девушка убегает. Дворецкий обнаруживает кусок платья в заборе и едет искать ее. Стивенс находит девушку и, выстрелив дротиком со снотворным, связывает ее и везет обратно в дом. В самом доме готовится к ритуалу, так как до рассвета остается совсем немного времени. Грейс просыпается связанной на столе, Тони читает заклинание и все по кругу пьют из чаши. Когда Тони замахивается ножом над Грейс, он неожиданно начинает плевать кровью, как и все остальные. Оказалось, что Дэниел подлил в чашу кислоту, чтобы спасти Грейс. Он развязывает девушку, и они бегут освободить Алекса. Их находит жена Дэниела, Черити, которая стреляет в своего мужа. Грейс вырубает ее. Дэниел находится при смерти и просит Грейс бежать. Девушка забегает в комнату, где встречает Бекки. Та нападает на Грейс и начинает ее душить. Девушка, стаскивая скатерть со стола, роняет шкатулку, которая начинает бить Бекки. В этот момент входит Алекс. Он хватает девушку и кричит, что поймал ее. Они кладут Грейс на стол, чтобы принести ее в жертву. Алекс берет нож и замахивается для удара. Грейс уворачивается, но нож попадает ей в плечо. Она вскакивает со стола. В этот момент Элина замечает, что уже рассвет, и распахивает шторы. Все семейство закрывается руками, словно боясь загореться от солнца, ведь они не успели убить Грейс до рассвета. Фич говорит, что так и знал, что все это фигня. Элина, глядя на пустое кресло, клянется, что больше не подведет мистера Либейла. Девчонка должна умереть! После
После этого все семейство взрываются один за другим. Вы были правы. Правила соблюдал! И я буду контролировать! Остается лишь Алекс. Я хочу развестись. После этого девушка видит в кресле призрака мистера Либейла и выходит из дома. Грейс садится на ступеньки и закуривает. К этому времени к дому стягивается полиция. Один из полицейских, увидев девушку, подбегает к ней. Мать честная, кто вас так? Родственнички. Спасибо за просмотр и до встречи.